Приветствую, друзья! При первом же взгляде на Kebum Allure я сразу же вспомнил наушники Elixir от компании T-Audio. Тем более, что они также базируются на одном динамическом драйвере с бериллиевым напылением, имеют импеданс 18 Ом и чувствительность 112 дБ. Не слишком ли много совпадений? Однако, забегая наперед, это совсем другие наушники с отличающейся настройкой и, конечно же, звучанием. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в очень яркой коробке с изображением героев обзора и характеристиками от старшей модели линейки. Видимо, в типографии все перепутали. Зато радует мультяшная сова в накладных наушниках и ссылка на штаб-квартиру в Германии. Внутри находим огромный плотный бокс во все пространство коробки, в котором кроме непосредственно наушников я обнаружил лишь набор силиконовых амбушюр, которые мне к тому же не сели, так что в процессе тестирования основываться буду исключительно на насадках КБИР 07. Очень рекомендую и производителю к ним присмотреться. Кабель выглядит, на мой вкус, просто потрясающе. Толстый, витой, в матерчатой оплетке с впечатляющим сопротивлением в 15 сотых Ом на каждый из его жил. То есть тут вообще не докопаться. Очень хороший кабель. Ну и завершает все разветвитель в виде гайки и серьезный по качеству джек на 3,5 мм. Вот это немного расстроило. Я почти везде уже перешел на пентакон. Сами чашечки полностью выполнены из металла с двумя отверстиями для компенсации, одно сверху, а второе внутри, средним по размеру звуководом и внешней частью, оформленной под камень. У Elixir тоже был камень, но я в смешении цветов увидел почему-то дерево. В ушах модель сидит прекрасно, выглядит красиво, да и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс с хорошей такой амплитудой, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,85%. Все, что меньше единицы, превосходно. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 98 миллисекундам без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, еще более выразительное выделение области разборчивости, пик для имитации ушной раковины и подчеркивание 8 кГц для усиления резкости звучания. Любому динамику это действительно нужно. После чего нам еще немного подсветили 12 кГц, чтобы как можно сильнее продлить затухание и разнообразные отзвуки перкуссии. Если сравнить графики с теми самыми T-Audio Elixir, то здесь у нас чуть-чуть приподняли бас, сильнее оформили все ключевые пики и убрали тот ужасный акцент на 12,8 кГц. То есть есть в них, конечно, что-то общее, но вообще говоря, они не похожи. По звуку Allure тоже разительно отличаются от Elixir. Там было такое немного подсушенное звучание, здесь же сочно, тепло и выразительно. С той самой однородной добавочной массой и просто превосходной передачей эмоций. С точки зрения мелодики и естественности Allure гораздо более сильная модель, впрочем, не исключено и влияние кабеля, при экспериментах с которым Elixir тоже зазвучали намного мягче и выразительнее. В микродетали обе эти модели очевидно не уходят, рисуя аудиальное полотно больше с уклоном в макро, чем в микро. Хотя к передаче нюансов у меня никаких вопросов нет. Все оттенки звукоизвлечения на своих местах, ничего ни с чем не конфликтует и явного смещения баланса тоже не чувствуется. Зато вау-эффект с ними поймать проще простого. Очень эффектная модель, чего, кстати, так не доставала Elixir. Единственное, к чему тут можно прицепиться, это довольно скромное раскрытие сцены в глубину. Инструменты вторых планов, хотя и неплохо позиционируются, но воздуха и тем более пространства им явно не хватает. Нет, как говорится, размаха, словно музыканты стали вплотную друг к другу. Впрочем, это уже совсем серьезные тесты. Для подавляющего большинства жанров такие нюансы не имеют вообще никакого значения. Главное, что вокал чуть выдвинут на передний план, и остальные инструменты имеют так называемый
называемый объем и просто шикарную экспрессию. Залипнуть на Allure, на мой взгляд, проще простого. Бас заходит достаточно глубоко, имеет неплохую текстурность, хотя и без прозрачности. Серединка тоже теплая, с приятным слуху весом и очень достойной музыкальностью. Верха же здесь словно отведены на второй план, не ярчат, не режут и не сыпят. При этом дополняют середину разнообразными оттенками и перкуссионным рисунком. Еще раз подчеркну, что звучание тут очень хорошо сбалансировано, но без сколь-либо значимого акцента на верхах. Из стилистики модель не слишком подойдет, разве что для какой-то сложной академической, оркестровой или мультиинструментальной джазовой музыки. Ограничением является отсутствие уклона в микронюансы, однородность добавочной массы и средние возможности по передаче сцены в глубину. Зато для какой-нибудь тяжелой и агрессивной музыки Allure будет вот то, что доктор прописал, как и для рока, блюза, клубного джаза, разнообразной электроники, фанка и, например, какой-нибудь акустической музыки. По источникам же модель абсолютно всеядна. У меня она прекрасно спелась и с достаточно музыкальным, и со сверхточным техничным ЦАПом. Причем результат мне понравился там и там. Звучание не сказать, что прямо гениальное, но точно не оставит равнодушным. Как для младшей модели компании, это, друзья, очень круто. Тем более, что за эликсир просили $200, а за их более интересную модификацию всего 99. Я бы, честно говоря, точно выбрал бы Allure. Сравнивая их с более дорогими Evoque, у последних выше прорисовка нюансов, сильнее выражена верхняя часть диапазона, на середине верхах есть та самая прозрачность, да и вообще очевидно, что старшая модель выше по уровню, как, собственно, и должно быть. Зато у Allure более теплое естественное звучание с лучшим балансом и довольно собранным таким мелодичным характером. То есть они друг друга не исключают, а скорее дополняют, если, скажем, вы хотите несколько наушников с разной подачей. BJP Melody и Kenera Hodor на слух прозрачнее, со сходной выразительностью и столь же высокой вовлеченностью в материал. Hodor здесь, очевидно, выше уровнем, а вот с Melody герои обзоров вполне могут поспорить. Тут кому какой характер звучания больше по вкусу. С чем-то дешевле, думаю, их нет вообще смысла сравнивать. Kibum, очевидно, демпингует, предлагая отличную модель за относительно низкий прайс. Еще раз, это уровень эликсир, который, между прочим, торгуют в 2 раза дороже, а по звуку Allure мне даже больше понравились. Итогом, динамические внутриканальные наушники Kibum Allure очень хороши в плане посадки, просто шикарный кабель в комплекте и удобный вместительный бокс. Единственное, насадки я бы заменил на KB07 от компании KBIR. С ними, поверьте, будет совсем другой коленкор. По подаче же это сочное, глубокое и довольно естественное звучание с просто превосходной выразительностью и уклоном в мелодическую составляющую. Абсолютной прозрачности здесь, как и у наушников эликсир, нет, зато звучание, так сказать, с искоркой, то есть вполне способное вызвать так называемый вау-эффект, да и вообще заставить переслушать значительную часть своей фонотеки. Все четко и ровно, без лишних акцентов и смещения баланса. Очень крутой, как для своей цены, звук, превосходящий, на мой взгляд, те аудиоэликсир, которые стоят в 2 раза дороже. Однозначно могу рекомендовать, за $99 это очень крутой звук. Мне вот они однозначно понравились. А на этом у меня все. Это были динамические наушники Kibum Allure. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!